Трактор Дэвид Браун ВАК-1 – целая веха в истории сельскохозяйственного машиностроения. Этот двухместный трактор с инновационным дизайном обладал мощным двигателем и универсальной трехточечной навеской. Он не только изменил подход к сельскохозяйственным работам, но и заложил основу для будущих разработок автомобильной компании Aston Martin. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о британском промышленнике сэре Дэвиде Брауне и его уникальном тракторе ВАК-1. Сэр Дэвид Браун – выдающийся английский инженер и предприниматель, сыгравший огромную роль в развитии британского машиностроения и автомобилестроения. Компания Дэвид Браун была основана еще в 1860 году дедушкой сэра Брауна. Вначале она производила шестерни и зубчатые передачи, а к началу 20 века стала мировым лидером по производству редукторов для промышленности и судостроения. Сэр Дэвид Браун возглавил семейную компанию в 1931 году и уже в 1936 году совместно с известным инженером Гарри Фергюсоном выпустил первый серийный трактор с гидравлическим подъемником и трехточечной навеской Ferguson Brown, который стал настоящим прорывом в сельском хозяйстве. Однако партнерство длилось недолго. Между владельцем компании и инженером возникли разногласия. В результате Фергюсон предпочел сотрудничать с Генри Фордом, а Браун стал разрабатывать собственную модель трактора. Впервые трактор Дэвид Браун ВАК-1 был представлен публике на 100-й Королевской сельскохозяйственной выставке в Виндзоре в 1939 году. Название ВАК-1 или Vehicle Agricultural Kerosene One означает сельскохозяйственное транспортное средство на керосине, модель 1. Трактор был оснащен четырехцилиндровым двигателем с водяным охлаждением и верхним расположением клапанов. По разным источникам его мощность составляла от 25 до 35 лошадиных сил. Двигатель был универсальным и мог работать как на бензине, так и на керосине. Эта гибкость в выборе топлива давала ему важное преимущество. Трансмиссия трактора включала 4 передачи переднего хода и одну заднего. ВАК-1 развивал скорость до 40 км в час, что существенно превышало показатели конкурентов. Например, максимальная скорость Fordson Standard N не превышала 10 км в час. Благодаря большому диапазону выбора скоростей ВАК-1 оказался более универсальным и эффективным в эксплуатации, как в поле, так и при транспортных работах. Кроме того, трактор обладал несколькими революционными конструктивными особенностями. Двухместное сиденье было новшеством для тракторов того времени. Теперь водитель и плугарь могли передвигаться вместе, что было особенно удобно, поскольку значительная часть сельскохозяйственного оборудования все еще требовала 2 человек для эксплуатации. На тракторе стояла универсальная трехточечная навеска. Эта система, запатентованная Ferguson, передавала вес и сопротивление орудия непосредственно на задние колеса, что обеспечивало легкому трактору огромное сцепление при пахоте, позволяя превосходить по характеристикам гораздо более крупные машины. Еще одной новинкой стала эргономика. Педали у ВАК-1 располагались справа, а не по обе стороны от трансмиссии. Это делало управление более удобным, особенно для женщин-трактористок, которым пришлось заменить на полях мужчин во время войны. Такая особенность даже принесла трактору прозвище «дамский трактор». К тому же ВАК-1 был оборудован раздельным тормозом в стандартной комплектации, что значительно повышало его управляемость и безопасность. А еще опционально был доступен вал отбора мощности стандартным диаметром 35 мм. Все это делало трактор ВАК-1 исключительно универсальным для выполнения различных сельскохозяйственных работ. Начало Второй мировой войны существенно повлияло на его производство. В военные годы завод Дэвид Браун выпускал буксировщики для самолетов на той же производственной линии, что и трактора. Но несмотря на это, производство ВАК-1 продолжалось, пусть и в ограниченном объеме. Дэвид Браун ВАК-1 оказал значительное влияние на развитие сельскохозяйственной техники как в Великобритании, так и за ее пределами. Передовые характеристики сделали его популярным у фермеров, несмотря на трудности военного времени. Согласно имеющимся данным, до 1945 года было продано около 5000 экземпляров этой модели трактора. После окончания войны в 1945 году компания представила модифицированную версию ВАК-1А с улучшенным коллектором, который способствовал более эффективному прогреву двигателя. Производство этой версии продолжалось еще 2 года, после чего она эволюционировала в серию тракторов Кропмастер, которые только укрепили репутацию компании. В 1972 году тракторное подразделение Брауна было выкуплено американской компанией Case, а бренд Дэвид Браун использовался на тракторах Case до начала 1980-х годов.
Сегодня сохранилось около сотни экземпляров модели David Brown VAC-1, что делает ее довольно редкой и ценной находкой для коллекционеров винтажной сельскохозяйственной техники. История трактора VAC-1 интересно переплетается с историей автомобильной индустрии. В конце 1946 года Дэвид Браун, листая газету «Таймс», наткнулся на объявление о продаже высококлассного автомобильного бизнеса. Заинтересовавшись, он отправился в штаб-квартиру компании и обнаружил, что речь идет о небольшом производстве под названием Aston Martin. После пробной поездки на одном из прототипов Браун решил выкупить компанию. В 1947 году он приобрел еще одну компанию – Lagonda, чтобы получить доступ к современному двигателю, разработанному Уолтером Бентли. Он объединил лучшие стороны обеих марок для создания новых моделей Aston Martin, а бренд Lagonda стал частью ее модельного ряда. Под руководством сэра Брауна началась эпоха знаменитых моделей Aston Martin с индексом DB. Эти автомобили прославили марку, а индекс DB стал ее визитной карточкой. При Брауне компания Aston Martin добилась успехов в автоспорте, включая победу в 24 часах Ле-Мана в 1959 году и получила мировую известность. Так что можно сказать, что успех в производстве трактора VAC-1 в какой-то мере способствовал созданию одной из самых известных марок спорткаров в мире. Сэр Дэвид Браун, без сомнения, знаковая фигура британской инженерной школы. Человек, который внес вклад в развитие тракторной, автомобильной и оборонной промышленности Великобритании. А его трактор VAC-1, разработанный в период значительных исторических перемен, воплотил в себе передовые инженерные решения и практичный дизайн, радуя фермеров и вдохновляя новые поколения инженеров и любителей техники. Как вам такая история? Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик, ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока!